Хардзунен. Ух чё, я Хардзунен, и сразу желаю тебе крепкого здоровья. Сегодня делаем фигурку, а точнее сувенир-магнит на металлическую поверхность. Персонаж для изделия стал Тецуджин 28. С японского означает «железный человек 28». Да-да, американский Iron Man не первый в своем роде. Изначально Тецуджин был мангой в жанре меха, и в 1963 году на его основе был снят первый черно-белый аниме-сериал. Также сериал стал первым, где присутствуют гигантские роботы. По сюжету в манге во время Второй мировой войны военные Японской империи решили разработать супероружие. Поручили это дело профессору Канеде, и в итоге он создает огромного робота с функцией дистанционного управления. Высота робота составила аж 3 этажа, получается это около 10 метров. Но так вышло, что война закончилась и робот не нужен, а профессор, создатель, умирает от сердечного приступа. В результате робот переходит по наследству к 10-летнему сыну профессора, Сётаро. Это главный герой манги. Ну а далее вместе с роботом они начинают вести борьбу против преступности в Японии. Вообще робот выглядел вот так. Но по мне он напоминает дядю Васю из соседнего подъезда, который починит что угодно. Поэтому за основу я взял более новую версию Тецуджина. Такую. Выглядит более подкачанно, брутальнее и внушает доверие. Кстати, я точно знаю, сегодня ты сидишь дома. Самоизоляция и все дела. Делать особо нечего, поэтому попрошу тебя посмотреть все видео целиком и поставить лайк. Тебе не сложно, а мне приятно. Немного про происходящее на экране. Кто разбирается в ZBrush, могут заметить, что я практически не использую лепку, скульптинг. Все сделано с помощью инструмента Z-Modeller. Я уже как-то говорил, но для многих он неудобен, а мне нравится. Скорее всего дело в том, что в редакторах типа 3D Max, Maya, Blender сделать все эти действия с полигонами удобнее. Но я не умею работать в подобных редакторах, поэтому мне нравится Z-Modeller в ZBrush. Итак, модель готова к печати на принтере. Кстати, можете заметить, на задней стенке я разместил 3 отверстия. Это для удобства размещения магнитов. И еще немного подготовки. Модель я сделал полой для меньшего расхода фотополимерной смолы в принтере, а также разместил поддержки для правильной печати всех граней робота. Несколько часов и напечаталось. Отсоединяем робота от площадки принтера и промываем в растворителе, чтобы смыть незатвердевший фотополимер. Такая вот красота получилась. Все ровно и гладко, без косяков. Отлично! Теперь откусываем лишнее, то есть поддержки, а в завершении просушиваем, укрепляем в ультрафиолетовой лампе. Кстати, я всегда пробую по-разному. Можно сначала откусить поддержки, потом просушить в лампе, а можно и наоборот, сначала просушить, а потом убрать поддержки. Так и не понял, какой способ лучше. Наверное, потому что особой разницы нет. Немного мелкой наждачной бумаги и вышла отличная модель Тецуджина 28. Также сзади я заделал технические отверстия и зашлифовал их. Теперь все красим. Да, я забыл заснять, как красил синий цвет, но там ничего интересного. Хотя, кому интересно, я взял обычную краску в баллоне, а именно синий металлик. Сцедил в колпачок небольшое количество и налил в аэрограф, ну и покрасил. Далее, как видишь, использовал маску в виде малярного скотча и изоленты для покраски в красный цвет пояса робота.
Теперь остались мелкие штрихи кисточкой и почти готово. Покраска закончена. Осталось вклеить неодимовые магниты и покрыть все лаком. Такой вот магнит робота Tetsujin 28 получился. Кстати, я уже делал робота из старого аниме Combattler 5. Но их разница в том, что Combattler весь такой угловатый и с прямыми поверхностями, а вот Tetsujin с более округлыми чертами. Что было делать сложнее, я так и не понял, но оба очень понравились. Ах да, еще я сделал Tetsujin с повреждениями. Так он стал выглядеть намного злее и брутальнее. Бывалый робот, победивший самых страшных врагов. Если понравились магниты роботов, подробнее можно посмотреть на фото в группе ВКонтакте или Инстаграме. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки и желаю крепкого здоровья. Я Hardzenen, пока. Упс.